Аппарат произведен в Британии, то есть это не подделка, сделанная в Китае по британской разработке. Это самый, что ни на есть, британский хай-фай. И если ты, дружище, в состоянии различить британский звук от японского звука, японский от немецкого, немецкий от американского, обязательно отпиши в комментарии, как ты это делаешь. Почему этот аппарат привлек мое внимание? Ну, во-первых, он маленький. То есть, если ты сравнишь его с полноразмерной техникой, которая вот реально у тебя займет пол помещения, то этот аппаратик, смотри, какой малепусечный. Изготовлен он качественно, сразу видно, что он не является аппаратом дорогого сегмента. Металлическая крышка, тяжелый, как кирпич. Ни одного вентиляционного отверстия здесь нету и в помине. Передняя панель пластиковая. Красивая, аккуратная крутилочка громкости, скромная кнопочка включения-выключения, наискромнейшая кнопочка переключения входов этого усилителя, которая, в принципе, переключает входы перебором. Здесь нету ни баланса, ни возможности повысить или снизить бас, ни возможности подкрутить высокие частоты. Ну и также есть здесь 3,5 джек для подключения наушников. На самом деле, если говорить так совершенно откровенно, этот аппарат по виду больше напоминает усилитель для наушников, а никак не полноценный усилитель. Из коммуникационных возможностей здесь все вообще скромно. Самый настоящий полноценный минимализм. Один RCA вход для подключения проигрывателя винила. Кстати, этот вход точно такой же фонокорректор, как у старшего брата этой Риги, как у интегрального усилителя Rega Brio. Ну и плюс здесь два RCA входа для подключения аналоговых источников. Ну, на твой выбор. Проигрыватель винила, это может быть проигрыватель компакт-дисков, это может быть какой-нибудь небольшой стример. Это может быть кассетный магнитофон, ленточный магнитофон. Ну, что бы ты ни выбрал, ты можешь сюда подключить всего 3 источника. Ну и, конечно же, скромненькие серебристого цвета терминалы для подключения акустики. К этому аппарату ты можешь подключить всего одну пару акустики. Кстати, хочу отметить, что усилитель мощности здесь такой же, как в интегральном усилителе Rega Brio. То есть, в принципе, фонокорректор и усилитель мощности перекочевали сюда из Rega Brio. Но все остальное уже сделано в соответствии с дизайном Rega IO. Также в комплекте с этим усилителем поставляется скромный пульт для управления самыми минимальными его возможностями. Ты можешь сделать громче-тише, ты можешь переключить вход-выход, ты можешь нажать кнопочку Mute. На этом все. То есть включить и выключить Rega IO с помощью этого пульта ты не можешь. Придется встать, подойти к ней, нажать кнопку, включить, подождать, пока загорится красная, красивая британская надпись Rega, и тогда ты можешь наслаждаться звуком. Ну, кстати, это универсальный пульт Rega, и с его помощью также, если, например, у тебя есть проигрыватель компакт-дисков марки Rega, то ты можешь переключать треки туда-сюда, ставить на паузы, включать режим шуфль, то есть рандом, включать режим кольцевого закольцевать воспроизведение. Ну, в общем-то, и, наверное, по большому счету все. То есть это самый, что ни на есть, настоящий минималистический минимализм, по-другому не скажешь. Почему же вообще в 21 веке люди выбирают усилители? Зачем вообще их покупать, если можно спокойно купить, например, активную акустику, в которой все уже есть вместе, и гонять туда музыку по Bluetooth или с помощью какого-то стримера, и вообще не иметь никаких проблем? Ну, ответ на этот вопрос очень простой. Есть люди, которым нравится экспериментировать с качеством звучания их системы. И если, например, ты купил активную акустику, то твои эксперименты заканчиваются 2 вещами. Первое, что ты можешь сделать, ты можешь воткнуть вилку в розетку так, а можешь перевернуть ее на 180 градусов и воткнуть в этак.
И второе, что ты можешь делать с активной акустикой, ты можешь ее подвигать по помещению. Все, на этом твои эксперименты со звуком закончатся. Когда ты покупаешь небольшой, компактный, но качественный усилитель с возможностью подключения разных источников, у тебя открывается целое поле для экспериментов. Ну, во-первых, ты опять-таки можешь воткнуть вилку в розетку так или этак. Во-вторых, ты можешь поэкспериментировать с акустическими проводами, попробовать разные марки, разные бренды, провода разной длины, провода разной конструкции и послушать, как это влияет на звук, как это улучшает звук. Во-вторых, ты можешь экспериментировать с межблочными проводами. В-третьих, ты можешь к этому усилителю подключать разнообразные источники разнообразных производителей, разнообразных брендов, новые, винтажные, огромнейшее поле для экспериментов. К сожалению, я не смог запомнить все технические характеристики этого аппарата, поэтому по ссылке в описании ты можешь это узнать. Что касается звука. Я обещал тебе, что расскажу, как он звучит с наушником, но это я сделаю после того, как расскажу, как он звучит с колонками. Итак, я послушал сегодня этот маленький усилитель с 3 типами колонок. Во-первых, это был монитор Audio Gold 100. Во-вторых, это был Verfendale Evo 4.2, колоночка, которая находится слева от меня. И третья акустика, это была вообще бомба. Мы подключили этот маленький усилитель к напольным колонкам монитор Audio Bronze 500. То есть этот маленький усилитель совершенно спокойно раскачал напольную акустику, с которой справится далеко не каждый интегральный усилитель. На самом деле больше всего мне понравилось, как этот маленький усилитель звучит с монитор Audio Gold. Это самый лучший звук, который можно получить от этого усилителя. Интересно, что этот усилитель звучит необычайно густо, жирно и насыщенно, и тепло. То есть, в принципе, вот эти 3 слова густо, насыщенно, жирно, да даже целых 4 слова и тепло, они полностью характеризуют звучание этого маленького усилителя. Несмотря на то, что он маленький, он великолепно работает с басом. Естественно, для того, чтобы бас из него звучал, тебе нужны колонки, которые этот бас воспроизведут. Так вот, напольные колонки для него не проблема, и тогда басом заполняется все помещение. Бас отчетливый, быстрый, мощный и достаточно живой для того, чтобы погрузиться в прослушивание музыки и получить от нее максимальное удовольствие. Воспроизведение вокала, ну то есть середины, у этого усилителя мягкое и спокойное. То есть, в принципе, если ты любишь вокальную музыку, то с помощью этого усилителя ты можешь часами получать удовольствие и вообще ни капельки не испытать никакой усталости. Верх, на мой вкус, немножечко недостаточен, но это лично на мой вкус, здесь бывают разные предпочтения. Но при подключении монитор Audio Gold 100 я недостатка верха не ощутил. Мне понравилось, как он звучит вот именно с монитор Audio Gold 100. Объемностью аппарата, учитывая то, что в принципе это усилитель начального уровня, который не стоит никаких больших дорогих денег, объемность и масштабность у него впечатляющие. Вокалист обычно находится по центру, его образ мягкий, ласковый, теплый. Все остальные участники воспроизведения стоят как бы немножко вокруг него, таким как бы кругом. И при прослушивании оркестровых композиций можно услышать на очень хороших записях, что некоторые инструменты находятся правее или левее от центра, играют иногда немножечко дальше от тебя или немножечко ближе к тебе. То есть в некоторых случаях на очень хорошей акустике ты можешь даже слышать элементы слоения в глубину. На самом деле по характеру звучания этот усилитель мне очень напомнил мой первый винтажный усилитель Sony TAF570ES. Был в старые времена у Sony такой монстр, который весил порядка 8 или 10 килограмм.
Но вот эта густота, насыщенность и красочность звучания у этой Риги I.O. схожа именно с Sony. И вот здесь опять-таки я возвращаюсь к вопросу, британский звук или японский звук? Но вот на самом деле, если, например, японский музыкант приедет в Британию и начнет играть на барабане, ну что, на самом деле в Британии его барабан будет играть по-другому? Или, например, китайский музыкант приедет в Америку и начнет играть на своем китайском струнном инструменте. Ну так что, в Америке он будет звучать по-другому, а у себя в Китае по-своему, по-китайски? Короче, если у тебя есть мнение по поводу принадлежности звука к какой-либо стране, английской, британской, японской, американской, пиши в комментарии, как ты это различаешь. Несколько слов хочу сказать про то, как Рига I.O. воспроизводит винил. Мы слушали пластинку вот с этим чуваком, который закован в каску, и слушали мы эту пластинку на проигрывателе Rega Planar P1, который был подключен к Riga I.O., используя оригинальный фонокорректор. И, друзья, могу сказать вам, что винил с этим усилителем звучит обалденно, насыщенно, мощно, красиво. В общем, ну, все как надо. По большому счету, он изо всех сил старается воспроизвести сценическое пространство. И в глубину ему это удается метра на 1,5, а фоновые звуки уносятся даже на 2, примерно так на слух, на 2,5 метра. То есть для аппарата начального уровня это довольно хороший результат. То есть этот маленький усилитель начального уровня показывает то, что показывать не должен. Он показывает звучание уже среднего уровня, и при этом это звучание чертовски комфортное. То есть в нем нету ни выпертой середины, в нем нету вот специально превышенных вот этих высоких частот, которые многие считают воздухом. Аккуратное, теплое, густое, насыщенное звучание. Даже если подключить сюда цифровой источник, кстати, у нас тут и звучал на самом деле цифровой источник, кроме винилового проигрывателя, мы слушали, стримили музыку с Tidal, и у меня ни разу не возникло ощущения, что мы слушаем злую, холодную цифру. Теплый, мягкий, густой, комфортный звук. Мощность этого усилителя всего лишь 30 Вт на канал. И если тебе, мой маленький друг аудиофил, либо меломан, покажется, что этого мало, я расскажу тебе историю своей жизни. В далекие-далекие времена у меня был усилитель мощности Yamaha P2200 со стрелочками. И эти стрелочки показывали выходную мощность усилителя. Так вот, слушал я этот усилитель в помещении примерно 18 квадратных метров. И когда стрелочки усилителя достигали значения 10 Вт, эта музыка была уже настолько громкой, что этого было достаточно для того, чтобы устраивать какую-то вечеринку и приглашать гостей. Когда мощность стрелочек доходила до 20 Вт, ну, дружище, ну тогда соседи уже были очень довольны тем, какую музыку я прослушиваю. В принципе, 30 Вт для помещения это более чем достаточно, даже если ты слушаешь большую, ну небольшую, среднего размера напольную акустику. Технически усилитель Riga I.O. предусмотрен для акустики с сопротивлением 8 Ом. Но здесь, в салоне High Fidelity на улице Цесу 33 в Риге, мы слушали его с акустикой монитор Audio Gold 100, сопротивление которой всего лишь 4 Ома. И ты знаешь, ничего страшного не произошло. Этот маленький усилок совершенно спокойно справился с повышенной нагрузкой, и у меня ни разу не возникло впечатления, что что-то не так, что что-то звучит неправильно. Абсолютно правильное, красивое, густое, насыщенное воспроизведение музыки. И по поводу 4 Ом, то есть усилитель предназначен для акустики с сопротивлением 8 Ом, как я уже и говорил ранее. И при 4 Омах он также работает, но важно следить за тем, чтобы он не перегревался выше 40 градусов. Так что с градусником проверяем температуру этого усилителя. Так что беги за градусником. Как я и обещал тебе,
я послушал этот усилитель Riga I.O. со своими наушниками Hi-Fi Man HE4 2X магнитопланарными открытого типа. Я подключил их к 3,5 джеку на передней панели. И что я могу сказать тебе? Однозначно, усилитель для наушников здесь великолепного уровня. Он точно не уступает по уровню усилителю мощности. Даже я бы сказал, что он его немножечко превосходит, потому что, во-первых, с помощью этих наушников и наушникового выхода можно услышать абсолютно полноценный частотный диапазон, с которым не справляется, например, полочная акустика. Ну, полочная акустика на самом деле работает примерно от 50, от 60 Гц. Все, что ниже, она просто воспроизвести не может по причине своего небольшого размера. Так вот, если слушать музыку в наушниках, то ты слышишь все от самого низа до самого верха. Ты слышишь абсолютно нормальную, естественную сцену, которая воспроизводится наушниками. То есть вокалист по центру, какой-то музыкант правее, какой-то музыкант левее, и ты слышишь эшелонирование в глубину. То есть сцена приобретает слоистость. Отдельный комплимент усилителю для наушников. Он офигенно крутой. Что ж, ребята, я рассказал все, поэтому подписывайся на канал и до новых встреч!